Большинство из нас впервые увидели этих удивительных существ еще в детстве, отдыхая с родителями или самостоятельно в детском лагере на берегу Черного моря. В наши дни с медузами все чаще и чаще сталкиваются отдыхающие Крыма, курортов Краснодарского края и побережья Каспийского моря. Основная причина увеличения численности медуз – жаркая погода и резкое повышение концентрации соли в морской воде. Туристы жалуются, даже после легких штормов зайти в воду невозможно. Все кишит этими морскими созданиями, тесное знакомство с которыми может омрачить долгожданный отдых. К сожалению, тому, что делать при укусах медуз, нигде не учат. И нет точных и четких рекомендаций. В сегодняшнем выпуске мы постараемся исправить это досадное упущение. Здравствуйте, мои хорошие! Каждый из нас знает еще со школьной скамьи, что тело медузы состоит на 98% из воды. Они живут на Земле уже около 600 миллионов лет, и внешний вид медуз практически не изменился за это время. Эти удивительные существа относятся к так называемым стрекающим кишечно-полосным животным, которые характеризуются наличием на щупальцах и ротовых полостях стрекательных крапивных клеток. Внутри этих клеток расположена капсула, а в ней закрученная в виде спирали полая нить. Каждая стрекательная клетка оканчивается чувствительным волоском, контакт с которым провоцирует выбрасывание нити, прокалывающей кожу человека. При проникновении в тело кончик нити обламывается, и в организм впрыскивается содержащийся в ней яд нервно-паралитического действия. В Черном и Азовском море встречаются 3 разновидности медуз – аурелия, корнерод и мнемиопсис, самый опасный из которых считается корнерод. Ее за свой необычный вид еще называют синей медузой. У дальневосточных берегов России встречаются медузы-крестовики, тесный контакт с которыми также не сулит ничего хорошего человеку. В зависимости от того, какой вид вам встретился на курорте и какого размера была медуза, ожог может проявляться по-разному. Слизистые человека, глаза, уши, половые органы наиболее восприимчивы к токсинам. В момент укуса купальщик ощущает сильное жжение, которое очень напоминает удар током. Иногда симптомы поражения проявляются в течение часа после контакта с медузой, иногда в течение нескольких минут. Первое, что появляется на коже – пятна неровной формы и полосы, цвет которых может варьироваться от бледно-розового до интенсивно-красного. Поврежденные участки кожи становятся горячими на ощупь. Далее возможно возникновение кожных высыпаний в виде мелкой сыпи или пузырей, наполненных жидкостью, которые сохраняются на протяжении нескольких часов или даже дней. Нарастает ощущение жжения и зуда. В более тяжелых случаях ухудшается общее состояние, проявляющееся сильной жаждой, тошнотой, рвотой, головной болью, головокружением, вплоть до потери пространственной ориентации, галлюцинациями, повышением давления и кратковременной потерей слуха и зрения. Усиливается потоотделение. Возможны приступы удушья. Что делать, если ужалила медуза? Не поддаваться панике. Резкие движения ускорят всасывание в кровь токсических веществ. Как можно быстрее покиньте воду, особенно если вы плаваете далеко от берега на глубине. Попав на сушу, обильно обмойте место поражения морской водой и удалите таким образом с кожи обрывки щупалец и стрекательные клетки. Очень важно промыть именно с соленой морской водой, не пресной. Соль поможет нейтрализовать яд медузы и снимет болевой синдром. В свою очередь, от воздействия пресной воды, соленость которой ниже солености морской, стрекательные клетки начинают очень быстро распадаться и ускоренно выпускать токсины. Народная медицина в числе средств от токсинов медузы называет уксус, лимонную кислоту и даже мочу. Кислоты действительно расщепляют яд. Проблема в том, что токсины медузы отличаются по составу, и уксус может просто не подействовать. В свою очередь, кислоты, как довольно агрессивные химические вещества, способны усугубить полученный ожог и также вызвать аллергическую реакцию. Поэтому, если в руках у вас оказался уксус и вы не знаете, какая медуза с вами познакомилась, начните обработку с небольшого участка пораженной кожи. Если боль усилилась, прекратите. Если боль и зуд отступили,
то значит вы все сделали правильно. Непосредственно методика использования уксуса довольно проста. Смочите марлевую ткань 5% раствором уксуса и приложите к пораженному участку кожи на несколько минут. В случае, если ожог обширный, то компресс желательно держать 40-60 минут. Справиться с последствиями тесного контакта с медузой также может сок и мякоть лимона. Использовать можно исключительно лимонный сок, а не напиток, сделанный на основе лимона. Слизистую глаз после контакта с медузой следует промыть морской водой или физраствором и незамедлительно обратиться к офтальмологу. Чтобы облегчить болевой синдром, можно принять обезболивающее. С этой целью хорошо подойдет любой из нестероидных противовоспалительных препаратов, например, парацетамол или ибупрофен. Обязательно примите антигистаминный препарат – супрастин, диазолин, цитрин и так далее. Он снимет отек и купирует аллергическую реакцию. Также снизить болевые ощущения и отек помогает приложенный к пораженному участку лед. Только перед применением льда обязательно оберните его тканью, чтобы не получить обморожение. После оказания первой помощи следует принять горизонтальное положение в тени и постараться меньше двигаться. Пить как можно больше воды. Жидкость поспособствует быстрейшему вымыванию токсинов из организма. У склонных к аллергии людей яд медузы даже в малых количествах может вызвать серьезные реакции и осложнения. Поэтому при ухудшении самочувствия незамедлительно обратитесь в ближайший медпункт, где смогут объективно оценить ваше состояние и оказать квалифицированную помощь. Нельзя тереть пораженные участки, даже если они сильно зудят. Подобные действия приведут к приливу крови и активизации стрекательных клеток. Находящийся в них яд начнет быстрее выделяться и проникать в кожу, что увеличит площадь поражения. Ни в коем случае не используйте для промывания ожогов пресную воду, спирт и спиртосодержащие жидкости или мочу. Не обрабатывайте раны йодом или зеленкой. Не смазывайте поврежденную поверхность кремами, маслами или лосьонами в первые часы после травмы. Это усилит раздражение и воспаление, распространив их на здоровые участки кожи. Не пытайтесь заглушить неприятные проявления алкоголем. Прием спиртного усилит симптомы, спровоцировав распространение яда, и сделает последующие сутки очень тяжелыми. Чтобы не наткнуться на медуз, соблюдайте меры безопасности. Перед тем, как собираетесь войти в воду, поинтересуйтесь у сотрудников пляжа о наличии медуз в море. На хороших пляжах, как правило, висит предупреждение. Купите заранее специальный защитный крем от медуз, он одновременно идет с защитой от солнца. Не плавайте рядом с зарослями водорослей и в мутной воде. Не купайтесь в шторм или при больших волнах. Если вы попали в период нашествия медуз, то будьте внимательны. Даже просто прогуливаясь по берегу, можно наступить на их остатки, которые также представляют опасность. После смерти медузы ее яд остается активным еще некоторое время. Родители, всегда будьте рядом со своим ребенком во время купания в море, особенно когда речь идет о маленьких детях. Ожог от прикосновения медузы для ребенка до 3 лет может вызвать отеки и судороги и привести к летальному исходу. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, и ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!